Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня расскажу, как настроить выгрузку новых контактов из Smart Sender в CRM-систему Zoho. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые контакты из Smart Sender в другие системы. Например, в Zoho вы сможете создавать новые лиды, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Smart Sender. Далее необходимо выбрать действие «Получить контакты новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Smart Sender к сервису Apex Drive. В этом окне нужно указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет Smart Sender. Далее необходимо перейти в раздел «Интеграция». На этом этапе кликаем Show Key. Теперь необходимо указать пароль личного кабинета Smart Sender. Когда API-ключ отобразился на этом этапе, копируем его и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы Smart Sender дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших контактов. Если на этом этапе данных нет, вам необходимо произвести общение с вашим ботом, который подключен к Smart Sender, для того, чтобы новый контакт отобразился в Smart Sender и появился на этом этапе. После того, как вы это сделаете, кликните «Загрузить тестовые данные из Smart Sender», и когда контакт здесь появится, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Smart Sender успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Zoho CRM. Далее необходимо выбрать действие «Создать лид». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Zoho к системе Apex Drive. В этом окне нужно указать логин и пароль личного кабинета Zoho. На этом этапе вам необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Zoho. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля Zoho CRM для создания нового лида. В эти поля вы можете назначить переменные из Smart Sender. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Zoho в виде новых лидов при каждом новом контакте из Smart Sender. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Zoho». После успешной отправки переходим в Zoho и проверяем результат.
Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройки. На этом настройка приема данных Zoho успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!